Итак, я запустил L3+. Так, пароль у них, по-моему, root. По умолчанию root. Вернее, имя пользователя и пароль. Да, ура, я угадал. Не сохраняем пароль. И вот так выглядит админка L3+. Что здесь важно? Самое важное — это прописать пул, который вы используете для майнинга, название вашего рабочего и пароль. У меня все пароли по умолчанию стоят 1, 2, 3. Поэтому, если вы хотите меня взломать и что-нибудь гадкое сделать, пожалуйста, запомните номера, названия воркеров и паролей. Если вы хотите взломать всю мою ферму, то запомните, что у меня следующий воркер будет называться Sumodance 2, ну, Sumodance 3 и так далее. Дальше интересная вкладка — это статус майнера. Я вот только запустил его, прошло 30 секунд с момента запуска. Видите, что показан хешрейт пока низкий, майнер разогревается. Вот его текущий хешрейт, вот его 412 мегахэш, он низкий, он не успел разогреться. Это у нас средний хешрейт. Давайте обновимся. О, вот, все, он вышел на рабочий хешрейт, 502 мегахэша, это нормально. Понятно, что если он проработает еще там несколько минут, то хешрейт повысится до 504, до 505, но это уже 502, это уже норма. Дальше указано 3 пула, которые я использую. В описании к видео вы увидите все пулы. Настройки у каждого пула свои, поэтому читайте все сами внимательно, там ничего сложного нет. Даже такой чайник и рукожоп, как я, научился это делать. Вот вся вот эта информация, она показывает, с какими пулами связывается ваш майнер. Ниже идет вот описание самого майнера. У вас 4 платы, на каждой плате по 72 чипа. Вот важно, смотрите, вот здесь вот показаны такие вот нолики, да, нолики или буковки О. Если вы видите X, это говорит о том, что что-то идет не так, и это повод либо перезагрузить майнер, либо сдать его в ремонт. То есть бывает такое, что вся плата светится иксами, это майнер должен ехать на ремонт или отдельные части. По L3+ у меня всего лишь попадался один майнер, который выходил из строя, поэтому это надежная, хорошая машина. Здесь отображается температура на самих чипах, температура на платах. Вот температура на чипах у меня вот 50 градусов, это нормальная рабочая температура, это прогретый майнер. Если вдруг температура превышает установленные пределы, то возникают ошибки и всякие глюки. О глюках можно почитать, сейчас скажу, где о глюках можно почитать. Вот, есть такая штука, называется kernel log. Если у вас показываются какие-то крестики, вы заходите в kernel log, в самый низ, и вот здесь вот чуть выше начинаете выискивать ошибки, которые у вас возникают. Но опять же, если у вас возникают ошибки и 1, 2, 3 перезагрузки не приводят к тому, что статус майнера, видите, повышается потихонечку хешрейт. Если статус майнера остается вот с иксами, с ошибками, то все. Это прямой путь к ремонту. Также показывается скорость вращения наших вентиляторов, и все. Это первый вентилятор, который стоит на входе, это второй вентилятор, который стоит на выходе. То есть это нагнетающий, это выводящий тепло. Сеть. По настройкам сети есть две опции. Первое, чтобы он каждый раз присваивал новый адрес, либо статический, но вот как в моем случае, я его прописал один раз и все, и этим пользуюсь. Так, что рассказать еще? Есть функция перезагрузки вашего майнера. Я пользуюсь всегда этой функцией.
На самом майнере есть кнопка «Перезагрузить», но я вот рекомендую использовать именно вот эту вот ссылочку «Reboot перезагрузка». Это удобно, не нужно никуда ходить, просто сидите за компом и перезагружаете, и все хорошо, белое и пушистое. Обновление прошивки – это такой скользкий момент. Я не обновляю прошивку. У меня есть сисадмин, который, если что-то прямо происходит не так, я даю просто удаленный доступ, и он ставит параллельные прошивки, но это отдельная головная боль, это отдельный разговор. У Bitmain миллион вариантов прошивок, и какая из них станет хорошо на ваш майнер, это серьезный вопрос. Монитор я не пользуюсь, я не знаю, что это такое, не пользуюсь этой функцией, и поэтому ничего рассказать не могу. Так, здесь можно поменять пароль входа, я этого не делаю, root, ну, нормальный пароль, стандартный, но у меня защищенная сеть, хакеры, добро пожаловать, давайте взламывайте меня и пользуйтесь моими гигантскими мощностями, добро пожаловать, я не жадный. В общем-то и все. Это вот вы сами видите по откликам, насколько простой, быстрый и удобный L3 Plus в администрировании. Рекомендую. L3 Plus лучшая машина в линейке компании Bitmain. Это лучший ASIC компании Bitmain. Это самый надежный майнер компании Bitmain. По ссылке вы можете пройти и посмотреть, что он из себя представляет, как он выглядит и так далее и тому подобное. Поставьте пальцы вверх, подпишитесь на мой канал. Если вам понравилось видео, у вас есть какие-нибудь вопросы, напишите свои вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Если у вас остались вопросы по админке, не стесняйтесь, спрашивайте. Если я не смогу сам ответить на них, то мой супер гениальный сисадмин ответит на любой ваш вопрос. Хорошего майнинга, всем пока!